Рукоять меча. Брат, я знаю эту рукоять. Будь осторожен. Кому, как не тебе, знать, что в оружии могут жить призраки? Если оно не поможет найти Норн, может подождать. Продолжим поиски. Сюда. Я чувствую тут следы их чар. Попробую их развеять. Некогда прогуливаться, брат. Фрея что-то нашла. Оупна. Тут ничего нет. Ложный след. Боюсь, что так. Посмотрим, что еще смогут найти волки. Типичная выходка Норн. Они знают, что мы их ищем. Я говорила, что будет нелегко. Но как с этим связана рукоять меча проклятого короля? Как знать, совпадение или отвлекающий маневр. Думаю, они бы сказали, что нам было суждено ее найти. Градус, расскажи о своей родине. Она жестока, безжалостна. Все точь-в-точь, как у нас. Там было теплее. Еще один могильный камень. Только целый. Да, и в нем отверстие аккурат под ту рукоять. Этого я и боялся. Стой. Готовься к бою. Рэкни неистовая! За короля! Направь меня, король! Даже я почувствовал. Направь меня, король! Направь меня, король! Направь меня! Направь меня, король! Ты пожалеешь! Мерзавец! Его! Ты пожалеешь! Познай его!
порой. Как тебе и надо, никчемная сволочь! Ты знал это. Сделай одолжение, брат. Увидишь этих вонючих призрачных берсерков, задай им жару. Все 9 миров спасибо скажут. Эти воины чем-то тебя обидели, Мимир? Ты как-то необычайно взволнован. Если вы не против, я не стану ворошить прошлое. Хорошо. Хватай меч и пойдем отсюда, ладно? Фрея, я так понимаю, эта Сигрун помогла тебе вернуть крылья Валькирии. Они были там, где я и думал? Нет, но Сигрун и впрямь помогла. Все твердила, что я должна отпустить свой гнев. Но все равно мне помогла. Хорошо, что вы зарыли топор войны. Или что там? Здравствуй, Синдри. Ну, если что, я тут. Фрея, где сейчас Сигрун? Никто не знает. Сейчас она ищет наших пропавших сестер по всем мирам. Мы надеемся, что если удастся вернуть их души в Ванахи, то найдется способ как-то избавить их от проклятия. Кратос, я чую, что Норны здесь. Ты готов? Брат, постой. Узнаем, что нашла Фрея. Оупна. Ничего. Еще один тупик. Засада! Налетчик, слева! Я шея заледенела. Слишком быстро! Используй щит!
Поиск будет становиться все опаснее. Значит, продолжим искать. Вернемся к волкам? Что там наверху? Я ничего не чувствую. С Норнами это не связано. Но может быть любопытно само по себе. Что это там такое? Я работал и научился делать кое-что новенькое. Еще один знак Фьодорлунда, Мимир. Еще один кран. Он вращается только в ту сторону. Алка! Хорошо, это работает! Боюсь, этот артефакт здесь не поможет. Еще спящий зверь. Дело рук Альвиса Камнеступа. Грустно видеть, во что превратилась родина Сигрун. Знаешь, Мимир, если захочешь побывать в ее царстве, кое-что тебе может не понравиться. Ну, любила кого-то до меня. Не самое страшное, что можно узнать о любимой. Да, не поспоришь. Я считаю, самое время нам наведаться к древу воронов. Альфа! Налетчик слева!
Музыкальный инструмент. Он с твоей родины, да? Играть умеешь? Да. Сыграешь? Нет. Похоже, это все, что пропало из храма Тюра. Может, заглянем к нашим знакомым гномам? Альфа! Огонек раздваивается! Альфа! О, Сигрун оставила богатство и власть, чтобы следовать благородным путем Валькирии. Ты возносишь ее на пьедестал. Так для этого они и нужны, разве нет? Чтобы возносить доблестных. Как скажешь. Вон, посмотри.
прекрасно. Может, руны поведают нам что-нибудь об истории этого места? Не может быть. Может. О, Мимир. Смотри, вторая часть ключа от хранилища. Ну, раз мы собрали ключ, можно возвращаться к сокровищнице. Посмотрим, что за богатства там лежат. Руки и стрелы! Сзади! Альфа! Враг слева! Король Хельги перебил всю ее семью, поскольку не мог заполучить Сигрун. Лишь ее брат принц Даг выжил и убил безумного короля. Сигрун и ее брат из-за этого повздорили. За все то время, что мы с Сигрун провели вместе, она ни разу об этом не упоминала. Может, ей нравилось, как ты на нее смотрел. Все равно я был рад встрече. Волки снова взяли след. Правь туда, куда они смотрят. Вот сокровищница Фьотурлунда. Теперь мы сможем войти.
Мертвец на троне. Кратос! Алка! Хорошо, это работает! Алка! О, нет. Здесь покоится владыка Дагар. Мне не верится, что он еще здесь. Владыка Дагр? Этот мертвец брат Сигрун? Как он тут очутился? Фрея, почему ты не отвечаешь? Ты уверен, что хочешь это прочитать? Нет, брат. Давай ты. Сигрун прокляла брата за то, что тот убил безумного короля. Нет. Правда? Она не знала, что король убил всю ее семью. А когда узнала, было уже поздно. Проклятие было наложено. Вот почему она стала валькирией, чтобы искупить вину. Ты же знала о семье Сигрун, да, Фрея? Я не могла рассказать. Забавно. Теперь я только сильнее ее люблю. Она выбрала меня, несмотря на мои ошибки и недостатки. То, что и у нее они были, сближает нас. Отрадно слышать. Еще одна схема Двалина. Ты говорил про совесть. Да, он понял, что асы будут использовать его оружие, чтобы перебить его собственный народ. Так что он вырвал страницы со схемами и разбросал их. Что с ним стало? Всеотец об этом узнал и слегка огорчился. Вот это место. Нужно забраться наверх. Сюда. Вон там. Ты сможешь пробиться через лед? О, Норны возводят стены из волшебного льда? Нет. Это просто застывшая вода. Снова твои друзья. Сюда я их не звала. Алка! Право! Враги! Не бей тебя!
Не знаю, как Норны умудрились заставить налетчиков их охранять. Хотя, полагаю, те даже не понимают, что делают. Фрейя, спасибо за помощь. Я знаю, для тебя это не было главным. Чем скорее мы найдем твоего сына, тем скорее ты сможешь собраться. Надеюсь, все получится. И все же, спасибо. Это очень мило, но может оставим сентименты для более приятного места? Так, я что-то чувствую. На сей раз отчетливее. Нам сюда. Еще ворон свободен. Open up. Мы нашли их. Вечно находишь только с третьего раза. Надеюсь, не один я слышал странный шепот. Похоже на зуд. В голове. Это значит, мы вошли в их владение. Будьте готовы ко всему. К иллюзиям. Возможно, к видению. Но точно не знаю. Кто знает, кого еще они обманом заставили их охранять. Чудесно. Кратос, призрак Спарты, погибель Олимпа, разрушитель судеб, жестокий убийца, несущий войну, оружие богов, восставшее против Создателя. Он ищет искупления, хоть и знает, что никогда его не получит. Он не может измениться. Мы еще в своем уме? Он вроде выглядит реально. Не обольщайся. То, что в твоем разуме, тоже будет реальным.
Похоже, он охранял тот выход. Это место кажется почти знакомым, но иным, как спутанные воспоминания. Причем не самые приятные. Они должны знать, что меня не напугать. Фрея Физбан, хозяйка моря, королева вампиров, лесная дева, пыль и загадка. Так что уничтожает все, что хотела защитить. Она всегда находит, кого винить в своих ошибках. Она не может измениться. Мимир из асов, Ай, ну началось. советник веселый лесной скитач, Робин добрый малый. Дай угадай. Я занудный всезнайка и не могу измениться. Видишь, забыла умнейшего из живущих. Ну, звенит как настоящее серебро. Знаете, во всем этом есть и хорошее. По крайней мере, нам не придется представляться. Не слишком надейся на репутацию, Мимир. Они видят всю жизнь тех, кто приходит к ним. Фантом! У Норн есть фантом? Ну, конечно, у Норн есть фантом. Альфа! Замерз! Что делать-то? Светится! Значит, можно пить!
пройдет! Не справишься! Скорее, в атаку! Наступаем! В атаку! Аука! В атаку! Скорее! Бей вороне! Холодно? Ты как? Сюда. Норвин где-то совсем рядом, в пещере. Снова этот внутренний суд. Обычно мне нравится, когда дамы шепчут мне на ухо, но это начинает раздражать. Ты знал, что когда тебе страшно, ты трещишь без умолку? Страшно? Хочу тебе сообщить, что я очень глубоко обеспокоен. А сбивать градус напряжения юмором — это святая обязанность каждого спутника. Ты как ты смеешь? Трещишь. Дверь. О, похоже на главный вход. Мама, Сынок, я снова все чувствую. прошу, послушай. Стой! Зачем ты привела его сюда? Тебе здесь не место! Подожди! Вальтер, вернись! Поговори со мной! Мне надоело, что вы лезете в мои дела.
сюда! Забери меня отсюда! Я не хочу тут быть! Как им могло прийти в голову, что мне нужно это заскорузлое тело? Сигрун! Брат, постой! Почему ты не пошел против Одина? Я хотел! Я пытался остановить его как мог! Ты служил Одину с первого дня и до того, как он заточил тебя в ящик! Ты искал его милости, планировал его грехи! Смотрел, как он издевается над стрелкой и в теле! И тебе было плевать, пока он не предал тебя! Я знаю, Сигрун, все это правда! Но клянусь тебе, я изменился к лучшему! Я стал поборником мира, другом для всех, кто... Ты был другом Фрейна, когда она страдала! Другом Скади, Грома или Титании! Нет! Ты всегда поддерживал мужчин, которые их использовали! Брат, осторожно, это не все! Даже теперь, жестокий бог кто-то ищет, и ты просто обязан ему помочь и называть его братом! Ты всегда такой! Ты такой и есть! И ты всегда таким! Это не она. Нет. Разумеется. Ты сделал, что должен. Брат, дерево, меня затягивает! Мимир! Отец, помоги! Чудовище! Атрей! Я иду! Почему ты не поверил своему сыну? Я не хочу к нему! Атрей! Мне страшно! Почему ты не принял его таким, каким он хочет быть? Я не хочу назад! Он лжец! А я сделал это. И теперь он мой. Он убил свою семью! Атрей! Я здесь! Он плохой бог! Всеотец, помоги! Он чудовище! Вроде бы все. Мы прошли испытание. Я бы не назвала это успехом. Ну, зато дверь исчезла. Или всего этого и не было. Они с нами играют. Что это? Келпи! Вообще-то здесь они не водятся. Это их Келпи. Она отведет нас к ним. Я ее попрошу. Тише, тише, девочка. Хорошо. Не хочешь рассказать, чем Норны испытывали тебя? Нет. Садись. Вот и умница. Чудные существа, но славятся дурным нравом. В моих родных краях детям говорят не ходить к озерам, а то Келпи утащит их на дно. Конечно, ни одна знакомая мне Келпи так бы не сделала, если ее не оскорбить. Они ходят по воде? Да. А в Греции нет волшебных водяных лошадей? Там есть гиппокампы. Они служат богу морей. Я убил одного, стоя на Титане. Кажется, эта тема ей не нравится.
Мы на месте. Тайное пристанище судеб. Знал, что мы доберемся. Кратос, Фрея и голова Мимира нерешительно вступают в дом Норн. Они, наконец, пришли туда, куда стремились. Кратос говорит первым. Я ищу сына. Ты ведь знаешь, что он в Асгарде. Нет, ты хочешь того же, что и все, кто нас ищет. Узнать конец своей истории. Призрак Спарты мрачно и угрожающе хмурится. Подавляет желание зарычать. О, не вышло. Вы приходите, жалкие архетипы, в поисках свободы от своих ролей, как будто если вы будете знать реплики, то сможете менять их. Говори проще. Ты умрешь, Кратос из Спарты. Но ты назвала его разрушителем судеб. Должен быть способ изменить судьбу. Судьбы не существует, Пак. Главные герои безмолвствуют. Они не понимают. Нет никакого великого плана, никаких ролей. Есть лишь ваши решения. Только они так предсказуемы, что мы кажемся вам провидицами. Когда родился мой сын, заткнись! Твое пророчество гласило, что он умрет бессмысленно. Так и есть. Потому что ты не могла его отпустить. Потому что он жаждал отмщения. И потому что ты убиваешь богов. Но Кратос сделал это не из ненависти. Мне выдать ему за это награду? Он продолжает убивать богов, но мучается совестью. Вы сумма своих решений, вот и все. А поскольку твои решения одни и те же, ты узнаешь, что Хеймдаль хочет убить твоего сына в Асгарде. И сделаешь то, что привык делать. Потом Рагнарёк. Небо горит, завесы спадают. Все уходят. Хеймдаль. Он так ничего и не понял. Помнит лишь про второй акт и забывает о финале. Типичная ошибка персонажа. Мы уходим. Уходим. Он уходит, и Фрей идет следом. Твоя история развлекла меня, Кратос. Жаль, что она так быстро закончится. Ну, это было познавательно.